Кыргызстан – компактная страна в Центральной Азии, где соседствуют большие озера, каньоны, высокие пастбища и города, живущие в своем ритме. Утро начинается на базаре Бишкека, днем путь ведет к красным скалам и хвойным ущельям, а вечер встречает у тихих вод Иссык-Куля. Здесь гостевые юрты, простая, но вкусная кухня, открытые и доброжелательные люди. Дорога часто связана с лошадьми. Скачки, пастбища, праздники. Движения много, но ощущение остается спокойным. Ну что ж, давайте начнем наше путешествие по Кыргызстану. Друзья, живя в Европе несколько лет, достаточно долго, уже забываю, что такое вообще в мире существует. Например, вот этот лимузин, который стоит тут достаточно давно, потому что тут вот проколоты шины и так далее, открыт немножко капот. Дальше есть нормальный лимузин. И вот эта вся роскошь цыганская, она, конечно, удивляет. Для меня, человек, который уже такого очень давно не видел, это, конечно, удивительно. Интересно, кто-то реально пользуется такими услугами сейчас? Но судя по внешнему виду этих замечательных транспортных средств, не сильно. Друзья, мы сейчас в Дубовом парке, одной из достопримечательностей Бишкека. И название соответствует тому, что здесь происходит. Здесь дубы, которым очень много лет, некоторым из них около 120 лет. И также здесь находится парк скульптур. Посмотрите. Небольшой фонтан и Никольская церковь. Вон она, которая не функционирует. Кстати, тут вот красиво есть парки, даже так все ухожено. Клумбы красивые, лавочки. Посмотрите. Достаточно прилично и чисто, самое главное. Бишкек – сравнительно молодой город в Центральной Азии. Его история как городского центра начинается в 1825 году, когда Каканское ханство построило здесь крепость Бишкек для контроля караванных маршрутов. В 1860 году крепость была разрушена российскими войсками, а к 1968 году на ее месте сформировался поселок Бишкек. В 1926 году город получил новое название – Фрунзе, а в 1991 году ему вернули историческое имя Бишкек. Сегодня это столица Кыргызстана с населением около 1,3 миллиона человек. Наиболее распространенная версия происхождения названия связывает его с киргизским словом «бишкек» – деревянной мешалкой для взбивания кумыса. Киев, мой любимый город здесь. И также вот какие-то памятные доски писателя, который жил, вероятнее всего, в этом доме. А вот позади меня находится Конституционный суд. Вот с таким гербом и барельефами с жизни трудящихся. Пришел я позавтракать и давайте посмотрим цены. На самом деле тут дешево. Это, вероятнее всего, средние цены. Например, вот обычный завтрак 419 сом. Это около $4,5. Ну, для завтрака это вообще супер, я считаю.
И, конечно же, чего не хватает, например, европейскому сервису, так это уровень сервиса, потому что ты приходишь даже утром в воскресенье сюда, и официанты улыбаются, они рады тебя видеть, они обслуживают тебя хорошо. К сожалению, в Европе такое не часто происходит, поэтому, конечно же, ощущаешь себя в такие моменты особенным после Европы. И я заказал себе завтрак хэш-браун с яйцом и там что-то еще, овощи какие-то. Дальше вареники с вишней, потому что такого вообще давно не ел, не пробовал. И капучино. И завтрак стоит около $5, вареники где-то $4, и капучино где-то 2,5. То есть это вообще очень дешево. И нужно, конечно, узнать, какие тут средние цены. Кстати, я посмотрел, что средняя зарплата в Киргизстане это $480-500. И если вы из Киргизстана, вдруг будете меня смотреть, напишите, правда это или нет. Ну, наверное, это, я не знаю, это, наверное, маловато, конечно. Сначала мне принесли кофе, вот так сделано. Очень симпатично, приятно пахнет. Есть вот такие печеньки. Сначала буду пить кофе, а потом уже принесут мне завтрак. И буду пробовать завтрак. Здесь находится самый высокий флагшток в Киргизстане. Высотой около 45 метров. И что тут еще? Вот такой красивый фонтан, арки и памятник. Также тут есть Масан. Очень симпатичное место. Везде, естественно, чисто. И развивается красивый флаг Киргизстана, который мне, кстати, очень импонирует по цветам и по самому рисунку. Как раз здесь я подошел ближе, находится почетный караул, который охраняет этот флаг. И вот он развивается наверху. И дальше находится в парке юрта. Кстати, я первый раз в жизни вижу юрту, и очень интересно посмотреть на нее. И также какой-то здесь памятник. Понятно теперь, что это за монумент. Здесь написано, что монумент дружбы сооружен в честь столетия добровольного вхождения Киргизии в состав России. Естественно, никакого добровольного вхождения никогда не было. И если вы уважаете эту страну, то, конечно же, правильно говорить Киргизстан, а не Киргизия. То же самое и с Молдовой, а не Молдавия. То же самое с Прибалтикой, которую нужно называть страны Балтии, которая вернее. И нужно избавляться от этого российского империализма шовинистического, который уничтожает абсолютно все культуры вокруг и присоединяет добровольно страны. Если обратиться к авторитетным нероссийским источникам, изданиям Cambridge University Press и крупным энциклопедиям, видно явное противоречие между фактической историей региона, например, взятие крепости Пешпек российскими войсками, и советской публичной историей с ее монументальной риторикой дружбы и добровольного вхождения. Особенно бросается в глаза акцент на добровольности в названии памятника. Да, часть северных родов действительно искала российского покровительства. Однако этот факт плохо согласуется с военным захватом и разрушением укреплений и, следовательно, с канонической советской версией. Вот здание позади меня. Здесь размещался президиум Верховного Совета Киргизской
СССР. А сейчас здесь Верховный суд Киргизской Республики и здание с таким огромным советским постаментом. Я надеюсь, машина тут не сбила. Видите? И на реставрации. В воскресенье так мало людей утром. Сейчас уже 10:42. Пусто. И днем сегодня будет выше 30. Поэтому нужно защищаться от солнца. Так, пожалуйста, вот еще один музей. Абсолютно ненужный здесь. Музей Фрунзе. Удивительно, конечно, что столько тут музеев и памятников остается советским преступникам, которых уже давно пора отправить на свалку истории, а не строить им музей, вернее, оставлять. Так, заселяемся в отель. Значит, тут у нас очень уютный номер. Красивые кровати, немножко старое дерево, но вообще достаточно неплохо. Есть кондиционер, самое главное, потому что на улице очень жарко. Тут у нас столик такой для какой-то работы. И есть водичка. Кстати, не курить, потому что будет штраф 100 сом. Штраф $100. Поэтому лучше точно не курить. И тут шкаф. Друзья, я приехал на одну из достопримечательностей возле Бишкека. Это недалеко, всего лишь минут 40 ехать от центра. И здесь находится так называемый Небесный мост. Вот он, подвесной мост, на котором мы сейчас будем идти, подниматься и смотреть. А вот тут находится ущелье. Вероятнее всего, по шуму я слышу, что там река. Ну и, конечно, природа тут очень красивая, такие степные горы и очень спокойно. Так что сейчас мы будем подниматься и смотреть дальше, что тут есть. Нужно подняться немножко по такому склону, вон туда наверх, и там уже будет этот мост. Ну, в принципе, подъем несложный. Пару минут подниматься, это невысоко. Посмотрите, какая красота вокруг. Привет, друзья! Мы сейчас едем в ущелье Кигети. И здесь очень живописная дорога. И чтобы проехать дальше, вам нужно обязательно заплатить за въезд сюда, если вы на машине. Ну, а как иначе, в принципе. Въезд стоит 80 сом.
Это где-то 80 центов. И вот тут находится шлагбаум, камера, все как положено. И мне говорят, что я доволен, я всем доволен. И вот тут вот, видите, вид. Так что поехали дальше. По дороге к одному озеру в ущелье Тибете вы встретите, кроме того, что вот такой потрясающий вид, также водопад. И тут течет горная вода, можно спокойно пить и встретить еще ребят, которые сюда приезжают насладиться природой. Тут очень развит местный туризм. Вот я приехал, и кроме местных тут пока никого не вижу. Вот такой водопад. Так, ребята, значит, я впервые в жизни буду пробовать кумыс. Тут вот продается на обочине, в магазине, вот таком маленьком. И это, ну, если кто не знает, это продукт из кобыльего молока, который подкисает. И у него такой очень кислый запах, и вот я спросил у местных ребятишек, детишек, им он очень нравится. Ну, я попробую тоже. Очень кислый напиток. И, ну, честно говоря, на любителя. Ну, это опыт, я попробовал, супер. Я наконец-то приехал к лагерю, который есть отправной точкой к озеру вверх. Посмотрите, там вот горы заснеженные даже есть. И мы будем подниматься постепенно туда вверх. Идти около 5 или 7 километров вверх, и высота подъема около 800 метров. Ну, то есть разница между этой точкой и туда, куда мы будем подниматься. А тут есть юрты вот такие. Нужно тоже арендовать, себе отдыхать. Очень красивое место. Иногда даже напоминает Швейцарию, когда едешь. Много лошадей здесь. Так что будем дальше идти. Это место действительно стоит посетить, потому что Кыргызстан в первую очередь славится своей природной красотой. И вот есть указатели, которые указывают, куда нужно идти.
Так, друзья, мы постепенно поднимаемся вверх. И сначала дорога достаточно плавная вдоль реки. И идти очень легко. Но потом начинается крутой подъем. Как тут, видите? И идти становится достаточно непросто. Ну, не сказать, конечно, что это сложный маршрут, это средней сложности, но нужно постараться, чтобы подняться. Также есть тут услуга внизу в юрточном лагере. Можно подняться на коне. И это стоит, сразу скажу, в долларах около $25 туда и обратно. И достаточно тоже это популярно. Но, допустим, я вот встретил киргизов по дороге, местных ребят. Но они живут возле Бишкека, но часто здесь сюда приезжают. И они сказали, что для местных это дорого. Ну, если здесь средняя зарплата $500, то, наверное, да. Хотя раз в месяц можно себе такое удовольствие позволить. Тут корова там пасется. Тут надо было им так подняться, потому что тут достаточно крутой подъем. И посмотрите, какие горы. И это еще не вершина, нужно еще подниматься вверх. Вот, а там дальше снег и озеро. Так что, я думаю, даже пенсионер, в принципе, если нет проблемы со здоровьем, может сюда подняться маленькими шажочками, постепенно, и быть у озера. Или воспользоваться конным такси. Так что давайте подниматься дальше. Так, друзья, наконец-то спустя 2,5 часа я поднялся на это озеро. И посмотрите, какая потрясающая вода. Бирюзового оттенка. И вон там наверху ледник, с которого вода тает и сходит сюда. И дальше вниз спускается рекой стремительно. Тут лошадки и палатка. Также можно, если вы возьмете с собой лодочку надувную, можно вот поплавать в этом озере. И тут на самом деле солнце сильное, но достаточно прохладно. И в отличие от погоды вокруг, то есть внизу, там облачно, а здесь солнечно и почти нет тучек, потому что мы достаточно высоко. И можно насладиться этим видом сейчас. Друзья, мы сегодня приехали к очень известному памятнику. Это архитектуры. Это башня Бурана, которая была построена примерно в 9-11 веках. И она является до сих пор одним из самых старых памятников из жженного кирпича на территории Азии Средней. Она была высотой около 44-48 метров. Но после землетрясения верхняя часть была разрушена. И сейчас ее длина составляет где-то
21 метр. И мы сейчас будем идти и смотреть, как она выглядит изнутри. Значит, вход на башню стоит 170 сум с человека. И мне дали вот такие сувениры, марки. И что интересно, диаметр башни внизу 9 метров. И она была доминантой когда-то древнего города, по-моему, называется Баласагун или что-то подобное. И была разрушена при захвате монголами. Вернее, не башня, а сам город был разрушен при захвате монголами. И давайте посмотрим на нее. Еще стоит табличка Министерства Киргизской СССР. И написано, что охраняется государством. Ну и сюда ведет такая винтовая лестница. И можно подняться наверх башни. Ну, вы можете себе представить, насколько она была высока. Если она была 44 метра, то есть больше, чем в 2 раза выше. И интересно, что она состоит из таких маленьких плоских жженых кирпичиков и небольшого узора. Ну, естественно, была восстановлена, вернее, реставрирована при помощи польского фонда восстановления архитектурных памятников и Америки. И тут низкий вход наверх. Конечно, спуск очень резкий, поэтому нужно быть очень осторожным, чтобы тут не упасть. И еще только сверху светло, дальше полная темнота, нужно подсвечивать себе ступеньки. Вот так вот. И тут есть музей, в котором есть какие-то артефакты, например, украшения, всякие бюсты, например, орудия труда. И здесь показано, как примерно, возможно, выглядел бы город. Выглядел город. Кстати, рядом с башней находится вот такая красивая остановка. И интересно, что она сделана из смальты, вернее, из разбитых горшков из смальты. Вы можете посмотреть, какая красота. Друзья, мы приехали на самое большое озеро в Киргизстане, называется оно Иссык-Куль.
И здесь находится очень много городов, ну, городишек небольших. И мы именно в городе Сейчас, секунду, мы в городе Чолпон-Ата. Интересно, что вдоль берега, когда вы едете, очень много строек. Видно, что тут есть туризм и все классно развивается. И я нашел вот такой неплохой бич-комплекс. Посмотрите, как красиво, с такими домиками на воде. Ну и тут можно хорошо поесть и отдохнуть. Ну, наверное, вода холодная здесь еще. Нужно будет попробовать. Но вообще очень классно. Здесь насыпан песочек. И можно купаться, скорее всего. Вот есть доски для серфинга, например, вон есть катамаран. Так что тут развлечений много. А там вот в этом здании находится спортзал. То есть можно классно заниматься спортом и любоваться видом на озеро. Озеро настолько большое, что я даже не вижу берега. То есть оно реально огромное. Я приехал в музей петроглифов. И это такие наскальные рисунки. И он находится возле озера Иссык-Куль, буквально в 3 километрах от озера. И здесь на территории 42 гектара расположены рисунки, петроглифы, которые были нанесены в период от 2000 лет до нашей эры до 400 лет до нашей эры. И тут есть очень много маршрутов, здесь можно провести много времени. И, например, там самый короткий может быть, ну, конечно, вы можете пару минут пройтись, прогуляться, но вот полноценный короткий маршрут это где-то 30-40 минут. Вот. И мы сейчас немножко пройдемся здесь и посмотрим, как оно все выглядит. И естественно, что тут много изображений, например, охоты, животных, связанные со скифами, например, скифские мотивы. И здесь информационный стенд по разных маршрутах по этому музею. И вот маршрут, например, номер 1, 30-40 минут самый короткий, номер 2, 90 минут, номер 3, 120 минут. Ну, то есть тут достаточно большая территория, указаны, что где находится. И также он открыт с 8 до 20:00, так что можно приехать и посмотреть на эти петроглифы. Ну что, пойдемте смотреть. Вот сюда стоит 80 сом. И сразу на входе можно увидеть большой-большой камень с первыми петроглифами. Вот посмотрите. Конечно, тут изображены антилопы, например, или какие-то, не знаю, козы, может, что это. Вот рога, вот морда, также вот большие, например. Достаточно интересно. И написано, кстати, вот первый стенд, сцена охоты горных козлов, 7-3 век до нашей эры. Вот также есть сцена охоты на горного козла. И вот тут, посмотрите, горные козлы нарисованы. Не видно, кто охотится, но тоже интересно посмотреть.
Так, друзья, мы поднимаемся на плато Арабель. И вы можете увидеть вот такие знаки по дороге, что это лавинно-опасный участок, тут нельзя останавливаться, также здесь постоянно падают камни. И я уже нахожусь на высоте около 3500 метров. И нам осталось подняться всего на 500 метров, и мы будем уже на плато. И тут, естественно, температура намного ниже, чем внизу, уже нет деревьев, только вот такая травка, мох и лишайники. Ну и наверху вы можете увидеть вот такие снежные шапки. Тут действительно очень красиво, и сюда однозначно стоит ехать, потому что Кыргызстан еще называют Среднеазиатской Швейцарией. Так, ребята, я нахожусь на одной из самых высоких дорог в Кыргызстане. Это перевал Суёк, как-то так называется. И его высота 4028 метров максимальная. И это является третьей по высоте дороги в Кыргызстане. Сюда можно добраться даже на легковом авто с низким клиренсом, потому что тут такая грунтовая дорога. И тут достаточно холодно. И этот перевал был частью шелкового пути. Ну, на самом деле, я бы не сказал, что сюда отдельно стоит ехать, потому что тут просто перевал, горы. Ну, это как просто достижение, если вы не были так высоко, вернее, выше 4000 метров, то, в принципе, можно было бы и сюда приехать. Ну, мы сейчас вернемся чуть-чуть назад на плато, и я вам покажу, как выглядит плато, и его высота около 3800-900 метров, то есть на 100-200 метров ниже. Друзья, мы приехали уже на плато Арабель, и тут указан знак реки. И что интересно, что это плато считается высокогорной тундрой и наличивает около 50 озер. И летом здесь температура не поднимается выше 8 градусов, плюс 8. И если вы сюда едете, естественно, нужно учитывать влияние высоты на самочувствие, потому что я вот приехал, вот, побыл там минут 20 здесь, и чувствую, что у меня уже болит голова. Но место на самом деле очень классное, очень красивое, и сюда приезжают часто туристы для того, чтобы снять вот эти красоты, реки, озера, поснимать, например, с дрона здесь и поснимать местную жизнь, потому что тут есть редкие поселки и выпасают животных, там, например, какой-то скот, овечек, козлов. Ну вот вы слышите звуки этих ребят, сзади они. И, как я и говорил, можно добраться сюда на даже вот такой машине. Главное быть осторожным. Ну, зимой, конечно, естественно, на такой машине уже не доберешься и не стоит даже пробовать. Но летом очень классно здесь. Кыргызстан – это страна, где настоящие горы начинаются сразу за столицей. За несколько дней вы успеете посетить базары Бишкека, тропы к Бирюзовому Колтору, башню Бурана
и высокогорье Арабеля. Здесь живая кочевая традиция и свой вкус, от кумыса до горного воздуха. Приезжайте за чистыми пейзажами, красивыми маршрутами и ощущением свободы.